Здравствуйте. Постоянные боли в шее не просто отвлекают вас от главных событий текущего дня, но отнимают силы на борьбу с этой болью, провоцируя онемение в верхних конечностях, головные боли, нарушение венозного оттока из полости черепа и, конечно же, нарушение сна. Сон становится прерывистым, и вы утром встаете не отдохнувшим. Итак, сегодня мы рассмотрим усиленный комплекс упражнений, который позволит снять спазм с лестничных мышц, которые являются законодателями формирования боли шеи и онемения верхней конечности. Полный архив и причин, которые могут вызвать боль в шее, вы можете посмотреть в предыдущем нашем видео. Что касается средних лестничных мышц, эти мышцы располагаются на боковой поверхности шеи. Если мы посмотрим непосредственно на валик мышечный, это будет грудино-ключично-сосцевидная мышца. А задний мышечный валик – это трапециевидная мышца. Между этими мышцами формируется треугольник, где и располагается передняя, средняя и задняя лестничные мышцы. Лестничные мышцы своим прикреплением формируют очень четкую связку. Они крепятся к поперечным отросткам практически всех шейных позвонков, а своим конечным итогом крепятся к верхнему, первому, соответственно, и второму ребру. К первому крепится средняя и передняя лестничная мышца, ко второму ребру задняя лестничная мышца. При возникновении спазмов в этих мышцах в межмышечных промежутках начинаются компримироваться, то есть сдавливаться сосудисто-нервные пучки. Все нервы, которые выходят из шейного отдела спинного мозга, направляются в верхнюю конечность. Соответственно, спазм этих мышц будет вызывать боли не только в шее, но и боли, которые проецируются в верхнюю конечность. Учитывая тот факт, что нервы сопровождают всегда сосуды, то могут при сильном спазме сдавливаться и сосуды. Если сдавливается артерия, то формируется снижение пульсовой волны на, соответственно, лучевой артерии запястья. Если сдавливается вена, идущая на верхнюю конечность, может дополнительно формироваться венозный застой с отеком в кисти, предплечье и даже плечевой зоне, мраморности кожных покровов и цианозом. Это встречается не так часто. Основным симптомом является цервикалгия, боль в шее и онемение верхней конечности. Причем дифференциальная диагностика всегда должна проводиться доктором, потому что во врачебной практике нужно дифференцировать компрессию спинномозговых нервов в проекции выхода через спинномозговые отверстия и в периферических тоннелях. Но сегодня мы с вами рассматриваем лестничные мышцы, и эти мышцы, еще раз повторюсь, находятся в треугольнике на боковой поверхности шеи. Чтобы выполнить правильно и эффективно тот комплекс простых упражнений, которые мы сегодня покажем на практике, важно понимать, что каждая мышечная группа, либо мышца, не является автономной. Все мышцы связаны между собой в цепи. И, соответственно, баланс правильного сокращения всех мышечных цепей приводит к целенаправленным плавным движениям. Основной паттерн или пример нормального функционирования мышечных цепей является наша походка. Когда мы совершаем шаг, мы осуществляем движение не только стопой. Сокращаются как мышцы стопы, так и мышцы голени, мышцы бедра, мышцы корпуса, содружественные группы мышц верхних конечностей, удерживая голову в вертикальном положении и поддерживая ритм дыхания диафрагмой. Соответственно, если одна из цепей не будет работать верно, а этой причиной может служить всего лишь одна мышца этой цепи, то, соответственно, будет изменяться паттерн движений, искривление систем и срабатывание, изнашивание тех или иных суставов, тех или иных дисков. В частности, все цепи, мышечные цепи, начинаются со стопы. Соответственно, нам нужно четко знать, что стопа имеет, соответственно, связь с лестничными мышцами. В данном случае с средней лестничной мышцей. Сегодня мы акцент будем делать именно на ней. Соответственно, с основным связующим звеном стопы и средней лестничной мышцы является глубокая мышечная цепь. И центральная часть, центральное связующее звено – это диафрагма. И адекватным, правильным, усиленным упражнением на среднюю лестничную мышцу будет лишь только тот комплекс, который будет начинаться со стопы.
с последующим переходом на диафрагму и только лишь в третичном этапе с переходом локально на работу с мышцей лестничной. Соответственно, сейчас мы с вами рассмотрим, насколько важно и как правильно выполнять проработку стопы. Это простое упражнение, которое потребует нам наличия предмета, напоминающего шарик. В нашем случае это деревянный шарик, ну и шипованный. Если есть подручные средства, можно использовать любые из них. Важно прокатывать стопу в положении сидя. В нашем случае мы поворачиваем пациента на бок, укладываем, имитируем положение на стуле. Для того, чтобы вам было хорошо видно, мы используем именно это положение. Если мы берем шарик, мы этот шарик подкладываем под стопу, и человек начинает осуществлять движения. Поначалу эти движения могут напоминать овал, но в будущем, то есть в ближайшем будущем, через несколько секунд, проработав свод стопы, вы должны делать движения направленные. Эти движения должны прорабатывать 5 основных зон стопы. И сейчас мы вам покажем, какие основные зоны стопы, ногу на ногу, если возможно это сделать. У нас пластичный пациент, поэтому стопа представлена у нас пяткой. Это основная проработка подушечками пальцев и расстояние свода. Свод должен прорабатываться с наружной поверхности, средней поверхности и внутренней поверхности с последующим переходом на подушечки пальцев и пятку. Проработка, которая вызывает боль в определенном месте, должна осуществляться остановкой. Остановкой движения, для того, чтобы эта боль исчезла под влиянием давления шарика, в нашем случае шипованного. Снимая боль, мы осуществляем в принципе расслабление связок и мышц. Расслабление этих связок и мышц, мышечно-фасциальный релиз, может привести к расслаблению и нормализации уже на начальном этапе функционирования цепей. Следующий этап – это этап влияния на диафрагму. Мы ложимся. Самое нетравматичное упражнение, которое хорошо расслабляет диафрагму, то есть снимает спазмы с диафрагмы, это правильное дыхание. Причем дыхание должно проводиться двумя вариантами. Обратите внимание, пациент находится в положении лежа, необходимо осуществить полный вдох в живот. Надуваем живот с акцентом напряжения на пупке. И затем мы, не выдыхая, переводим объем воздуха в грудную клетку. Затем обратно в живот. Делаем выдох. Вот таких движений от живота в грудную клетку и обратно желательно делать 5-6. Второй этап. Мы делаем также вдох, но в грудь. Набираем воздуха в грудь и осуществляем движение в живот, надувая живот, перемещая этот воздух опять в грудь. Выдох. Мы выдыхаем здесь в качестве эксперимента, но в норме при выполнении упражнения вы осуществляете перекат воздуха от живота к грудной клетке и обратно 5-6 раз. Первый этап от живота к грудной клетке и второй этап от грудной клетки к животу повторять еще раз. Вам делаю акцент. 5-6 раз. При этих движениях осуществляется релаксация, расслабление мышц. Кроме этого идет хорошая вентиляция легких и, естественно, массаж внутренних органов. Нормализуется хороший отток, венозный отток с внутренних органов брюшной полости. Об этом мы говорим несколько позже, но сегодня акцент внимания сделан на диафрагме. Это связующее звено стопы через внутреннюю цепь с средними лестничными мышцами. И третий элемент – это элемент влияния на сами лестничные мышцы. Мы переводим пациента в положение сидя. Положение сидя. Ровная спина. Позитура должна быть именно такой. И акцентируем свое внимание вновь на лестничных мышцах, которые располагаются между двумя мышечными валиками.
Пропальпировав эти мышцы, мы можем найти участки болезненности. Выраженная компрессия может вызвать не только боль в этой точке, но и проекционное онемение в верхнюю конечность. Это говорит о том, что эти мышцы находятся в спазме и о том, что этот спазм, к сожалению, пережимает сосудисто-нервный пучок. В данном случае нервы, которые спускаются на верхнюю конечность. Поэтому сейчас я еще раз вам сделаю акцент внимания на упражнении, потому что третье упражнение, выполненное верно, даст очень долговременный эффект. Неправильное выполнение упражнения может сформировать повреждения. Что необходимо уяснить? Упражнение крайне простое и направлено на расслабление этих мышц. Первый и самый главный этап вашего внимания должен быть на положение верхней конечности. Для того, чтобы осуществить растяжение мышцы, мы должны поставить противоположную руку не таким образом, чтобы не выполнять движение неверное, травмирующее шею, не таким образом, который выполняет также травматизацию, а завести руку за затылок и уложить ее под ухо, да, остистый отросток, немножечко блокируя первый и второй шейный позвонок. Тем самым эта позитура позволяет осуществить легкую ротацию. Акцент внимания делается на среднюю лестничную мышцу. Движение должно осуществляться в двух компонентах. Первый компонент – это преднапряжение в мышце. Мы должны создать напряжение первично мышцы. А второй компонент – это растяжение мышцы. Преднапряжение мышцы формируется путем фиксации этого плечевого сустава кистью. Мы держимся за кушетку или подкладываем кисть под ногу, для того, чтобы в момент напряжения и растяжения не было движения в этом суставе. Соответственно, напряжение в мышце осуществляется путем противодействия руки и движению головы. То есть мы движемся головой к больному плечу, удерживая голову, да, за ухом. Напрягаются лестничные мышцы и формируем вдох. На вдохе мы задерживаем напряжение 6-5 секунд. Затем осуществляем выдох, и на выдохе мы формируем движение вектора вверх и в противоположную сторону. Не горизонтальное, а как ручка ведра, вверх и наружу. То есть мы снизу осуществляем такую тракцию, вытяжение. Причем движение тракции должно осуществляться не собственно рукой, усилием, а движением всего тела. То есть мы осуществляем легкий наклон. И этот наклон осуществляется незначительный, чтобы преодолеть самое первое преднапряжение. То есть растянуть немножечко мышцу, не до конца, не до блокирования. Затем это мы делаем в состоянии первой стадии. Сделали выдох, растянули и возвращаемся опять к преднапряжению. Удерживаем голову в том положении, в котором мы растянули. Делаем вдох, формируем напряжение в мышце. До 6 посчитали, делаем выдох и незначительно выполняем тракцию, то есть вытяжение. Повторяюсь, вектор, да, ручки ведра. Далее считаем до 6, опять формируем преднапряжение. Не возвращаем голову в обратном направлении, в этом положении оставляем. Формируем преднапряжение. Вдох, преднапряжение держим на вдохе. До 6 досчитали, выдох, движение незначительное. Выдох, растянули, достаточно. То есть вытяжение не должно происходить одним движением. Это 3, 4, а то порой 5. Чем больше будет мелких движений растяжения, тем легче вам это будет переноситься, и тем эффективнее будет постизометрическая релаксация, то есть расслабление средней лестничной мышцы. Это позволит нормальному кровоснабжению осуществляться и головного мозга, а прежде всего сформирует нормальный венозный отток, что, конечно же, будет формировать нормальное функционирование центральной нервной системы, которая определяет весь фон вашего настроения и вашу эффективность в течение рабочего дня. Спокойного сна и, конечно же, бодрствования. Будьте здоровы, выполняйте упражнения правильно.